Эта видеозапись продолжает курс по React Leaflet, и в ней мы будем работать уже с таким понятием, как Redux, с таким понятием, как глобальное состояние, глобальное хранилище. И будем это делать на примере следующего приложения. То есть весь код опять-таки будет лежать на GitHub, ссылка будет под видеозаписью. И что мы имеем? Мы имеем следующее приложение, у него есть функциональность открытия и скрытия сайдбара, то есть панели со списком слоев. На каждый слой, соответственно, повешен свитчер. Мы можем включать и выключать слой. Первый слой отвечает за кластерный слой точек, у каждого из которых, у каждой точки есть инфоокно. Соответственно, это просто GeoJSON. Второй слой отвечает за анимационную картину ветра по земной поверхности. Это слой Leaflet Velocity. Опять-таки ссылка будет под видеозаписью. И третий слой это просто видеослой, который имеет координаты и накладывается на вашу 2D-карту. Также в данном приложении есть возможность изменять базовую карту. И мы теперь будем смотреть, как все это сделано. То есть остановимся больше не на стилизации, а на самом редаксе и как React общается с редаксом. Поэтому давайте перейдем в код. Давайте обратим внимание на структуру файлов, то есть это экшены, компоненты, CSS, layers и reducers. Данную структуру мы разберем подробно, а начнем мы с файла index.js, в котором мы видим немножко другую запись, нежели во всех остальных уроках, то есть появился провайдер. И давайте разберем в двух словах, в чем смысл редакса. Смысл редакса в двух словах в том, чтобы имелось одно общее состояние глобальное, к которому мы можем обратиться совершенно из любого файла, и также мы можем переписать данное состояние тоже из любого файла. То есть во всех предыдущих наших видеозаписях мы и наших задачах мы делали следующее. Мы передавали из родительского компонента в дочерний компонент, мы передавали пропсы, и чтобы изменить состояние в родительском компоненте, необходимо было передать функцию в дочерний компонент, оттуда ее вызвать с необходимыми параметрами и так далее. То есть, как мы понимаем, что при более сложной структуре приложения, нежели чем два файла, которые были у нас в предыдущих наших примерах, то данный подход просто не работает. Мы не сможем передавать из родительского компонента на 10 файлов вглубь какое-нибудь состояние или какую-нибудь функцию. И вообще, если компоненты лежат не иерархически, а, скажем, на одном иерархическом уровне, то вообще непонятно, как передавать данное состояние. Конечно же, в React есть какие-то подходы, и Redux это не единственный подход, но в данном видео речь пойдет именно о нем. Итак, то есть глобальный Redux нужен для того, чтобы у нас было в приложении глобальное состояние, и к любому состоянию мы могли бы достучаться из любого компонента, любого файла, и также могли бы менять это глобальное состояние тоже из любого файла. Что нам необходимо? Нам потребуется библиотека Redux, yarn add Redux и React Redux. Данные библиотеки уже установлены здесь в приложении, поэтому начнем разбор. То есть, опять-таки, мы начнем с index.js. У нас из Redux здесь импортировано провайдер. И как мы видим, он является оберткой для нашего application. И на вход он принимает store. То есть, а что такое store? Что в переводе означает хранилище. То есть, это наша... То есть, мы переходим по ссылке файл store. И мы видим, что данный store просто является результатом отработки функции createStore из Redux. То есть, по факту, он создает вот это наше глобальное хранилище, наше глобальное состояние. Мы будем его называть store в дальнейшем. И из чего он создает это состояние? Он создает его из файла
reducers. То есть из папки reducers мы сюда переходим, у нас здесь есть layers.js и index.js. Посмотрим index.js. Index.js у нас состоит из, опять-таки, очень простой конструкции. Мы экспортируем переменную константу allReducers, которая является сочетанием всех редюсеров, которые мы сюда положили. То есть здесь через запятую может быть несколько редюсеров. И, наконец, корневой наш файл, конечный файл, к которому мы идем к файлу reducers. А это у нас, собственно, изначально наше состояние, которое мы будем использовать в приложении. То есть мы видим здесь конструкцию типа JSON, и здесь лежит описание 3 слоев. То есть массив, и в нем 1, 2 и 3 описания слоев. Первый слой, как обычно, как мы уже видели, отвечает за GeoJSON, второй за ветер и третий за видео. И что происходит в самом файле layers.js? Пока на вот этом случае останавливаться не будем, мы видим, что экспортируется функция, в которую принимается на вход вот этот вот initial state, то есть наш массив из 3 описаний слоев. И он же по дефолту отсюда экспортируется, по дефолту, то есть если не пришло ничего другое. Опять-таки, вот на этом мы остановимся чуть позже, а пока что мы просто принимаем за факт, что у нас из этого файла экспортируется вот этот вот initial state. И вот этот initial state передается в allReducers как через ключ layers, и в store принимается этот allReducers, и из него создается store. То есть по факту store у нас создается из initial state на текущий момент. То есть store принимает значение initial state. И уже в файле index.js мы этот store передаем в провайдер. То есть, условно, у нашего провайдера, который обертывает application, имеется свое свойство store, которое равно нашему initial state. Мы один раз с этим будем сталкиваться, то есть вот мы создали store, описали примерно процесс, как он куда передается, и теперь наша задача понять, как из наших компонент, которые мы создаем, достучаться до этого стора, как получить эти свойства, и затем как изменить состояние глобально, как изменить какое-нибудь значение в глобальном состоянии. И для этого нам потребуются actions. Соответственно, давайте перейдем к непосредственно задаче, как из компонента получить данный store. Ну и теперь давайте остановимся непосредственно на структуре файлов. То есть, опять-таки, в index.js у нас вызывается application. Application у нас состоит из undesignовского лейаута, то есть он нам нужен для того, чтобы карта разделялась с сайдбаром, то есть отдельно будет боковая панель, отдельно будет карта. На стилях мы сейчас останавливаться не будем. Перейдем пока что к карте. То есть, как мы видим, у нас вызывается компонент map-component из файла map.jsx, и вызывается он без пропсов вообще. То есть мы не передаем ни одного динамического свойства. Посмотрим на компонент map, и мы видим стандартный класс map-component. Возвращает он карту, zoom control, то есть вот этот плюс-минус, который у нас справа внизу расположен, базовая подложка, компонент baseMap, то есть вот этот переключатель базовых карт, который у нас расположен в левом нижнем углу, маркер, стоящий один на карте пока что, и вот такая вот конструкция, которая, как мы видим, завязана на these props layers. То есть откуда-то у данного компонента взялись пропсы, а именно props layers. Вопрос откуда? Соответственно, мы переходим чуть ниже в файл и смотрим. Здесь вот есть некая конструкция, которая экспортирует данный компонент. То есть у нас по-прежнему идет export default map component, но мы его связали с каким-то map state to props. А map state to props на вход принимает state и возвращает ключ layers, который равен state layers. То есть смотрим, что такое connect. Connect у нас импортируется из React Redux, и на вход он принимает глобальное состояние, которое передастся в виде пропсов
в текущий компонент. То есть в данном случае в компонент map_component. И как мы видим, map_state_to_props на вход берет state и обращается к state layers. То есть если мы посмотрим в файл редюсеров, у нас есть index.js, и мы видим, что allReducers как раз передал ключ layers для редюсера под названием layers_reducer, то есть для нашего единственного созданного редюсера в данном случае, то есть initial state, вот передается как раз по ключу layers. Поэтому, обратившись в файле map.jsx через state layers, мы получим как раз наше глобальное состояние. Таким образом, связать глобальное хранилище данных с данным компонентом не представляет ничего сложного. То есть нам достаточно написать вот эти там 3-4 строчки и связать данный компонент с этим состоянием. То есть теперь мы имеем возможность в данном компоненте через thisProps обращаться к тому, что мы взяли из глобального состояния. Соответственно, мы взяли layers. И layers у нас это массив, как мы помним. То есть я на всякий случай оставлю открытым вот этот файл. То есть layers это массив из 3 элементов. И здесь, соответственно, при помощи метода map мы пробегаемся по каждому элементу этого массива. И если свойство visible у элемента массива равно true, то есть здесь мы каждому элементу создали свойство visible. Visible false, false, false. Но если оно true, то мы его добавляем в render. То есть мы по факту его отображаем как layer component. А layer component у нас принимает значение layers types L-type. То есть L-type это свойство type из глобального состояния, как и L-visible. То есть L-type, L-visible должно быть в файле layers.js в initial state. И дальше мы смотрим, а что будет с переменной layer component при различных типах. Давайте найдем, что такое layers types. И мы видим, что layers types представляет собой объект с 3 ключами: GeoJSON, Velocity Layer и Video Overlay. И каждому ключу соответствует определенный компонент из наших файлов. Или же в случае с видео это просто компоненты библиотеки React Leaflet. То есть вот мы импортировали из React Leaflet Video Overlay и сказали, что если тип у слоя будет Video Overlay с маленькой буквы, то нам вернется компонент, то есть layer comp, это будет, вот здесь вот будет написано Video Overlay. Если тип будет Video Overlay. То есть вот, если здесь тип равен Video Overlay, в таком случае layer comp будет равен Video Overlay. И нам на карту добавится данный компонент, то есть данный слой, слой с видео. Соответственно, в других случаях, если тип у нас GeoJSON, то мы добавляем GeoJSON Layer. А GeoJSON Layer мы импортируем из файла layers GeoJSON Layer Func. То есть вот отсюда мы импортируем наш GeoJSON. Это, собственно, тот же самый GeoJSON, что было и в предыдущем приложении. То есть это кластерный слой из точек. Единственное, поп-ап настроен кастомно. То есть мы добавили в поп-ап не просто текст, а HTML. Ну, это с этим несложно разобраться, и в этом ничего интересного, я бы так сказал, нет. Здесь просто добавляется HTML со цветом, с тегами и так далее. И, соответственно, дальше, если у нас тип L-type будет Velocity Layer, то есть, как мы видим, у второго элемента тип как раз Velocity Layer, то вернется компонент Velocity Layer из файла layers Velocity Layer. То есть этот компонент как раз отвечает за отображение анимации ветра, и подробнее о нем можно прочесть на данной странице Leaflet Velocity, то есть вот так вот создается анимационный ветер. Эта ссылка, конечно, будет под видеозаписью, ну и, собственно, можете разбираться в этом коде на GitHub. Но по факту здесь просто из открытых данных
берется информация о ветрах на разных высотах относительно земной поверхности, и все это преобразовывается в итоге в JSON-файл, который подключается, и лифлет его отображает в виде анимации. Теперь мы понимаем, что достучаться к пропсам не составляет никакого труда. То есть, например, если мы изначально изменим в нашем initial state значение visible у какого-то слоя, то на карте он должен появиться сразу. То есть, если мы просто обновим приложение, у нас ни один слой не показывается, то есть они все выключены. А теперь при изменении, например, слоя ветра, то есть мы меняем ему ключ visible, свойство visible на true, и обновляем приложение, оно само обновляется, то слой у нас включен автоматически по умолчанию становится. Теперь мы можем включить слой с портами, то есть GeoJSON, и вот также он у нас теперь по умолчанию включен, и мы его можем выключать. Итак, опять-таки мы на текущий момент поняли, как обращаться к глобальному состоянию с помощью Redux через вот такую конструкцию. То есть она у нас будет повторяться в различных файлах, и с помощью нее мы просто берем текущее состояние, текущий глобальный state и его значение, которое нам надо использовать в данном компоненте. Потому что если нам не нужно, допустим, в компоненте использовать какой-то props, то, как видим, в файле CiderPanel мы не используем данные пропсы. То есть здесь нам не нужно никакое значение из нашего глобального состояния. Поэтому мы не подключаемся к нему, к этому глобальному состоянию, и просто, как мы уже привыкли, экспортируем по дефолту сам классовый компонент. Или просто функциональный компонент, потому что это не важно. В данном случае он оформлен как классовый. Давайте дальше пройдемся по структуре. У нас есть файл basemaps.jsx, но он отвечает за изменение базовых карт подложек. То есть здесь единственное, что сделано, здесь добавлены фотографии, при клике на которые у нас подсвечиваются, то есть появляется бордер у данной фотографии и меняется тайловый слой. То есть здесь все оформлено, как и было раньше. Здесь в глобальные состояния, в глобальные свойства не перенесены данные состояния. И дальше следующее у нас, помимо Map Component, у нас еще есть CiderPanel, то есть наш как раз боковое меню, которое импортируется в файле app.js из файла Components CiderPanel. То есть переходим сюда и видим, из чего оно состоит. Во-первых, оно состоит из кнопки, которая появится или не появится в зависимости от локального состояния visible, которое изначально равно false. То есть, если не, то есть вот восклицательный знак перед this state visible означает, что если this state visible будет true, то восклицательный знак, то есть это противоположное, то есть будет означать false. Соответственно, если у нас this state visible по умолчанию false, то восклицательный знак this state visible означает true. То есть по умолчанию у нас при загрузке страницы видна эта кнопка. И вот, собственно, данная кнопка и видна. И если же мы кликаем на нее, нажимаем, то срабатывает метод thisOnMenuClick, который меняет локальное состояние, подчеркиваю, локальное состояние visible на противоположное. Опять-таки, если это было false, стало true, если это было true, стало false. И, как мы видим, на thisStateVisible у нас завязано появление нашего бокового меню, которое состоит из иконки, показывающей закрыть меню вот этой иконки, и состоит из Table of Contents, то есть tog, который импортируется из файла tog.jsx. То есть CiderPanel — это самый простой файл, просто оформление, открытие, закрытие бокового окна, как мы делали раньше в предыдущих видео с открытием и закрытием модальных окон. И вот уже в файле tog.jsx у нас идет обращение к нашему mapState2props, то есть к слоям, к state layers, и
при помощи метода connect мы связываем данные глобальное состояние с компонентом TOC, Table of Contents. И здесь, как мы видим, мы в методе component.didMount, который срабатывает сразу же после рендера, заполняем переменную data, то есть заполняем локальное состояние данного компонента значение data. И заполняем мы его через these props layers. Опять-таки, то есть мы подключились к глобальному состоянию, к глобальному стору, взяли оттуда свойство layers, и в дату мы положим или добавим только те слои, в которых есть атрибут tuggable равный true. То есть это означает, что данный слой будет иметь возможность быть включенным и выключенным. То есть у него должен появиться свитчер. Потому что если мы в initial state, допустим, мы хотим всегда видеть слой GeoJSON, и мы можем ему отключить tuggable true. То есть поменяем на false, и это будет означать, что мы не можем включать и выключать данный слой. Он просто будет всегда виден. То есть вот по умолчанию мы обновляем приложение, он по умолчанию всегда виден, и он исчез из бокового меню. То есть мы не можем его выключить вообще. Соответственно, в дату у нас попадают только те слои, которые мы хотим, чтобы было возможно выключать и включать. То есть со свойством tuggable true. И все. То есть в component.didMount мы отфильтровали наш initial state по значению tuggable и добавили эти слои в локальное состояние data. И теперь, опять-таки, используя компонент list из undesign и компонент switch из undesign, мы просто делаем вертикальный список с свитчером для каждого слоя. И на вход data source у этого списка это this state data. То есть, опять-таки, от локального состояния зависит данный список. То есть, обратим внимание, что у нас и файл TOC завязан на these props layers, то есть на значение глобального состояния layers. И у нас файл map.jsx завязан на это. И они у нас находятся параллельно по нашему иерархическому дереву. То есть у нас не в map component вызывается cider panel, и не в cider panel вызывается map component. Они лежат, грубо говоря, на одном уровне, параллельно друг другу. И при изменении значения в cider panel, то есть при клике на switcher, должен исчезнуть с карты какой-то слой. То есть мы знаем, что карта, что слои в карте завязаны на глобальное состояние, на these props layers, на значение visible в глобальном состоянии у каждого слоя. То есть нам каким-то образом нужно изменить у конкретного слоя значение visible в глобальном состоянии. И тогда все компоненты, которые зависят от данного глобального состояния, они перерендерятся. То есть если бы у нас не только карта зависела от этих слоев, не только Table of Contents зависел от этих слоев, а еще, скажем, любых, там, не знаю, 100 тысяч компонентов в нашем приложении, то они все бы перерендерились, когда бы мы изменили глобальное состояние, от которого они зависят. То есть, теперь мы как раз переходим к actions, а точнее к методу изменения вот этого стора, вот этого глобального состояния из любого файла. То есть вот у нас опять-таки есть 1000 файлов, 1000 компонент, которые завязаны на одно и то же какое-нибудь свойство из глобального стейта, из стора. И любом из них мы можем изменить это значение, и все остальные перерендерятся, все остальные, которые зависят от данного значения. И вот в этом, конечно, очень большое удобство, в отличие от того подхода, который мы использовали в предыдущих видеозаписях, где у нас не было глобального состояния, и мы друг из друга из одного файла передавали в другой пропсы и так далее, так далее, так далее. А здесь мы просто выборочно подцепляемся к любым пропсам из глобального состояния и говорим, что данный компонент будет зависеть от этого, а данный компонент будет зависеть от этого значения. И если из какого-то файла какое-то значение меняется, то все компоненты, которые зависели от данного значения, они также сразу перерендерятся.
Итак, как же мы можем изменить значение в глобальном состоянии? То есть при помощи mapState2props мы прокидывали глобальные состояния в наш компонент talk или в наш любой компонент. А теперь мы прокидываем какие-то функции в наш компонент. А что это за функции? Давайте посмотрим в папку actions. То есть у нас здесь есть файл index.js, который в данном случае он содержит в себе всего лишь одну функцию, а именно toggleLayer, который на вход принимает слой, объект слоя, и возвращает возвращает объект, первое, с типом, то есть у каждой функции, которая является actions, должен быть тип. В данном случае это просто строковое значение, которое мы решили назвать toggleLayer. И дальше у него есть еще ключ payload, который просто содержит в себе то, что необходимо передать в редюсер для изменения нашего глобального состояния. А что нам необходимо передать, когда мы хотим изменить видимость слоя? Мы, первое, точно хотим передать ID слоя, чтобы редюсер понял, собственно, а какой слой ему менять, значение в каком слое ему менять. И мы хотим передать ему видимость данного слоя, то есть на текущий момент виден ли будет этот слой или не виден, то есть включен свитчер или выключен. Соответственно, что дальше происходит с этим экшеном? Мы этот экшен, то есть эту функцию, мы передали в наш ток, то есть как мы передавали свойства из глобального состояния в наш компонент, так теперь мы передали функцию из экшенов в наш локальный компонент. Вот мы взяли какую-то функцию, а именно toggleLayer мы взяли из actions, из действий, из наших функций, и передали в данный компонент. И теперь мы ее здесь можем вызывать через, обозначили ее как switchLayer. Соответственно, через thisProps switchLayer мы можем вызывать данную функцию. Вот, соответственно, здесь она как раз и вызывается. А что будет дальше? Вот когда мы вызвали эту функцию, алгоритм редакса такой, что вызвалось действие, вызвался action, по факту вызвался action, и на этот action смотрит редюсер. То есть, обратимся опять к файлу layers.js, к которому мы обращались в самом начале. На вход помимо стейта, то есть стартового состояния нашего приложения, принимает еще и action. И дальше идет обработка всех возможных типов экшенов, которые может принять в себя данный редюсер. В данном случае, поскольку у нас экшен только один, мы делаем обработку только на один тип экшена, а именно на toggleLayer. То есть, опять-таки, у нас единственный экшен имеет тип toggleLayer. И вот у нас, если switch, то есть action type будет toggleLayer, то есть case toggleLayer, вот тогда произойдет определенный алгоритм. А теперь посмотрим, что это за алгоритм. Мы на вход принимаем state и идем по всему этому стейту в данном случае, то есть по всем трем описаниям слоев. И если ID данного слоя, по которому мы идем в данном случае, будет равен action payload ID, то есть ID того слоя, который мы передали в данную функцию, в таком случае значение visible у данного объекта, одного из трех, у которого ID совпало с тем, которое было передано, изменится на action payload visibility. То есть это означает, что у нас использовано и ID, и visibility. То есть отсюда возьмется action payload visibility, то есть не layer visible. То есть противоположное значение тому, что было. И все, и нам вернется return L. То есть нам вернется по факту после, то есть в случае toggleLayer нам вернется опять-таки массив state, то есть initial state, массив из трех значений. Только в некоторых из них будет изменено значение visible. И соответственно, как только меняется глобальное состояние, то есть меняется наш глобальный state, глобальное состояние, у нас все компоненты, которые зависят от этого глобального состояния, они перерисовываются.
То есть у нас перерисовывается ток, table of contents, потому что он зависит от these props layers. И у нас перерисовывается карта, которая тоже зависит от these props layers. Все. То есть таким образом у нас устроен алгоритм редакса. То есть через экшены идет изменение глобального состояния, а через редюсеры идет возврат, собственно, в приложение всего глобального состояния, к которому обращаются различные компоненты. То есть, еще раз мы остановимся на matchDispatch2props. То есть мы передали сюда функцию toggleLayer из экшена, обозначили ее как switchLayer и связали с нашим компонентом. То есть теперь мы можем в нашем компоненте через thisProps switchLayer получить доступ к функции toggleLayer, которая у нас создана в экшене. И здесь мы ее просто используем. Соответственно, при изменении на свитчере, то есть при клике на свитчер, срабатывает метод thisOnChange. И что происходит в методе thisOnChange? Он на вход принимает ID, который есть у данного слоя. И дальше что, собственно, происходит? Создается переменная lir, которая из всех описаний слоев выбирает именно тот, у которого ID совпадает с тем слоем, по которому произошел клик. И, соответственно, берется нулевой элемент массива, поскольку ID у нас всегда уникальный, это будет единственное значение, и вызывается как раз наша функция thisProps switchLayer с значением lir, то есть со значением описания того конкретного слоя, которое нам необходимо. И дальше этот lir передается в action как layer, и вызывается данный action, и в редюсере приходит action. По action type редюсер понимает, что надо вернуть. Если action type никакого не было, он бы вернул просто initial state, то есть как мы по умолчанию создали этот файл. Но если action type будет равен toggleLayer, а здесь он будет равен toggleLayer, то нам вернется не просто state, а нам вернется state с измененными значениями. То есть для наглядности мы можем в данном экшене менять не только видимость слоя, а, скажем, еще и description. То есть сразу после видимости мы напишем l.description равняется и какую-нибудь строку напишем. То есть теперь при клике на определенный элемент сайдбара, то есть на определенный слой, мы будем получать соответствующее новое описание, которое мы добавили. Все, соответственно, над чем бы хотелось подытожить еще раз. То есть Redux — это такая библиотека, которая вкупе с React дает возможность управлять глобальным состоянием всего приложения, то есть либо просто получать какие-то значения из глобального состояния, либо изменять эти значения в глобальном состоянии. И, соответственно, любой компонент может получить это глобальное состояние, он может в виде пропсов, соответственно, он его получит в виде пропсов и может оперировать данными значениями из глобального состояния. А также любой компонент может связаться не только с глобальным состоянием, но он может связаться также с экшенами и изменять глобальное состояние при вызове определенных экшенов. Соответственно, все компоненты, которые были завязаны на какое-то определенное свойство из глобального состояния, они будут заново рендериться при изменении из любого файла, из любого компонента данного значения глобального состояния. В этом, конечно же, большое удобство Redux и вообще такой парадигмы, как глобальное состояние. То есть нам опять-таки не надо передавать из компонента в компонент в виде пропсов какие-то свои локальные состояния, чтобы при разрастании приложения, значит, не сталкиваться с какими-то проблемами. На этом все. Если есть какие-то вопросы, комментарии, пишите под видео. Код на GitHub, все ссылки будут под видеозаписью.